Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, а также какие тренды на рынке, какие ветры, которые будут подгонять фондовый рынок, и что ждать от движений рубля, доллара, евро, нефти, золота и других активов. Давайте, наверное, начнем с позиции форца, что тут происходит и какие расстановки. Так, по фьючерсу РТС ставка на коррекционный откат. А по Сбербанку наоборот ставка на отскок. По Газпрому, но здесь наиболее вероятно, исходя из изменения позиции, проторговка, по крайней мере в первой половине дня. То есть ни туда, ни сюда. А Норильский никель, здесь ставка на отскок и рост по Норильскому никелю. Далее доллар-рубль, сишка, здесь ставка на укрепление рубля. Сейчас мы на графике посмотрим, как это может реализоваться и может ли. Так, евро-рубль. Здесь также ставка на укрепление рубля против евро. Евро-доллар. Ставка на рост евро против доллара. А по нефти ставка на проторговку, консолидацию, небольшой откат вниз по нефти. Я думаю, все-таки, скорее всего, будет сегодня проторговка. И сейчас график посмотрим, там более детально уже. Серебро. Здесь ставка на небольшой коррекционный откат. И по золоту ждут, что золото сегодня будет проседать. Так, друзья, давайте по новостям пробежимся. Что тут у нас сегодня? Эксперты оценили вероятность повторения отрицательных цен на нефть. Вопрос с отрицательными ценами на нефть решается просто элементарно. Вводится ответственность биржи и брокеров полная, с компенсацией всей недополученной прибыли. И в этой ситуации вообще никогда даже и близко не было бы никаких отрицательных цен на нефть и никаких разговоров также об этом бы не было. Так, такая интересная статья на РБК. Тут, с одной стороны, вроде бы как бы кажется это и немножко, скажем так, смешно, что ли, или как-то иронично. Россияне назвали главными страхами нашествие волков. Но проблема заключается в том, что вот эти все хищники, волки и так далее, исходя из исторических параллелей, если рассматривать, они все время активизируются, когда возникают смутные времена. Так, друзья, давайте перейдем к западным новостям. Что здесь примечательно? На повестке дня опять выходит Китай и противостояние Китая с Соединенными Штатами. Так, друзья, давайте посмотрим календарь событий, что на сегодня запланировано. В Telegram его разместил. Во-первых, базовая кредитная ставка или ключевая ставка НБК, Национальный банк Китая, сохранили 3,85%. И на сегодня особо никаких важных экономических новостей пока не предвидится. Все, что предполагается, оно не обладает высокой степенью важности. Однако в любой момент может что-то вылезти в плане санкций или еще какой-нибудь вкусняшки. Так, и возвращаясь к текущей ситуации. По поводу Китая. В Китае очень много проблем, которые связаны с устройством социума и устройством китайской экономики. Сейчас начинает возникать вопрос, который связан с тем, что новая китайская экономическая политика, она не запускается. Она не запускается, потому что Китай по старинке сделал ставку на промышленное производство и экспорт, и, соответственно, сейчас надлежащим образом не растет внутренний спрос. То есть новый виток развития Китая в соответствии с политикой китайской компартии — это развитие внутреннего спроса. То есть, чтобы Китай сам производил прибавочную стоимость сырья и сам ее потреблял. На самом деле эта задача очень непростая, она связана с рядом факторов. Первый фактор — это китайский менталитет. Второй момент — проводилась длительно политика «одна семья, один ребенок». И третий момент связан с тем, что есть определенная проблема, которая связана с многолетним экстенсивным, а не интенсивным развитием. Когда происходит экстенсивное развитие вместо интенсивного, мы получаем огромные построенные фабрики, заводы, гидроэлектростанции, которые не нужны для жизни и для потребления населения. И таким образом создается эффект, который мы уже наблюдали в нашей истории, когда были проведены грандиозные стройки, потрачено огромное количество людских и экономических ресурсов, но в какой-то момент оказалось, что все эти вложения, они не работают таким образом,
чтобы экономика в значительной степени была самодостаточна касательно производства и потребления прибавочной стоимости. То есть Китай много лет шел по пути, когда идут без оглядки инвестиции, будь то строительство фабрик, недвижимости, заводов и так далее. Но если эта недвижимость, эти фабрики, заводы, они не производят то, что нужно людям, то, что востребовано, это получается обычное зарывание денег в землю. Ну и, соответственно, всех ресурсов и трудозатрат. На фоне стареющего населения, исходя из многолетней программы «Одна семья, один ребенок», ну, я думаю, что у Китая в ближайшее время будут очень большие проблемы, очень большие. Те люди, которые считают, что Китай станет мировым лидером и гегемоном, я думаю, они ошибаются. Может быть, будет короткий всплеск, выход, который потом приведет к провалу и возврату все на круги своя. Так, ну и на текущий момент в связи с отскоком мировой экономики значительно укрепился юань. И то, что произошло такое укрепление юаня, может в любой момент привести к тому, что будет дополнительный толчок для мировой инфляции. Проблема заключается в том, что текущая мировая инфляция, как и всякая инфляция, рожденная кризисом, она начинается и очень быстро прогрессирует в том, что связано с сырьем. И таким образом она раздувает затраты, связанные не с производством прибавочной стоимости, а затраты, связанные просто с тем, что деньги они куда-то уходят, а люди не могут больше потреблять товаров и услуг из-за того, что выросла себестоимость. И вот текущая ситуация с учетом монетарной, финансовой, кредитной политики Китая, она подошла к некоему Рубикону, когда в Китае один из негативных накопленных запасов может сработать, и, соответственно, для Китая это будет не очень хорошо, и еще более не очень хорошо это будет для мировой экономики и российской. Так, ну вот я смотрю, в Нью-Йорке тоже реновацию проводят, перестраивают Нью-Йорк, новый мэр, новая реновация. Так, друзья, но есть у Китая и определенные плюсы. Китай очень энергично борется за зеленые технологии, зеленую энергетику, и он хочет стать в ней лидером. На самом деле у Китая стимул наибольший, потому что экология Китая, она самая ужасная из-за высокой плотности населения и низкой степени обеспеченности ресурсом. Китай, в общем-то, это как раз та страна, которая будет в наибольшей степени подталкиваться самим ходом событий к тому, чтобы развивать зеленые технологии. Но Европа здесь хитрит. Европа таким образом выстроила весь этот процесс, что весьма вероятно в будущем она замкнет на себе все, что связано и с аккумуляторами, и с солнечными батареями, и тихим сапом на фоне противодействия Китая и Соединенных Штатов Европа окажется мировым лидером в зеленых технологиях. Так, ну а сегодня Китай, несмотря ни на что, отскакивает. Ну смотрите, здесь по Китаю ситуация, по китайскому фондовому рынку, она на текущий момент достаточно благоприятная. Это связано с тем, что не пошел пробой нижней границы, и весьма вероятно в ближайшее время, на этой неделе, может быть на следующей, мы увидим тестирование 5181. Если этот диапазон будет пробит, это было бы очень хорошо, потому что это послужит дополнительным стимулом для мировых финансовых и фондовых рынков. Если здесь будет отбой и возврат, тоже ничего страшного, пока движение идет в рамках консолидации. Так, друзья, далее ВИКС. Вчера он очень-очень интересно закрылся. Вот такое закрытие, оно указывает на глубокие раздумья, лететь ли дальше или еще здесь поболтаться. Так, далее S&P. S&P не хочет переписывать максимумы, и, соответственно, он, я так полагаю, сегодня будет консолидироваться в диапазоне 4150-4190. Но Китай сегодня хорошо проторговался, и поэтому вполне возможно сегодня все-таки тестирование этой верхней границы очередное, оно таки произойдет. Так, далее индекс доллара. Но здесь, в общем-то, shift the expectation, превосходя ожидания, пробили все-таки 91,5.
потому что вот на момент несколько дней назад ситуация здесь была спорная, не факт, что это привело бы к пробитию. Ну и на текущий момент здесь цель движения находится в районе 89,9. То есть сейчас вот с текущего значения, может быть чуть ниже, 90,8. Возможно будет попытка разворота, но сам факт того, что сильный уровень был пробит и весьма решительно, увеличивает вероятность того, что пойдет дальнейшее ослабление доллара против мировых валют. Ну и данные по инфляции, они в общем-то к этому подталкивают. В Соединенных Штатах она растет больше. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Здесь у нас идет движение, цель этого движения сначала 68,5, потом переписывание вот этого хая 71,4. Все складывается достаточно благоприятно. Давайте сейчас на часовик перейдем. И по часовику у нас, в общем-то, продолжение движения наверх, отработка, возможно, даже первой цели 68,5. Ну и такое движение, оно, в общем-то, перемога для рубля. Так, друзья, далее золото. По золоту у нас все отлично, все отлично, все отлично. Часовой таймфрейм. На сегодня высока вероятность того, что будет движение, цель его сходить на 1787 и потом перебить 1790. Соответственно, это движение не срабатывает, если будет откат и пробитие 1766. Если в результате откатов пробития не будет, движение наверх будет развиваться. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow. Юрики сделали ставку на укрепление рубля. Вы видите, какое идет движение по нефти. Оно, по сути, сегодня с высокой степенью вероятности будет на 68,5. И поэтому сейчас идет укрепление рубля. Сегодня предполагается будет, ну, возможно, даже движение в диапазоне 76, даже 75, 77, 76,2. Вот возврат сейчас произошел в эту консолидацию. Если здесь начинаем торговаться, то сегодня-завтра, скорее всего, он будет находиться здесь. Так, ну и вот часовик. Если сейчас происходит закрепление, несколько часов мы торгуемся в этом диапазоне, весьма вероятно развивается импульс движения на 75,8. Если сейчас в течение часа-двух мы заберемся на 76,2, то к обеду весьма вероятно движение с целью потестить и пробить 76,44. Так, друзья, далее Газпром. Ну смотрите, здесь с одной стороны ужас-ужас, с другой стороны так и не пробили 229, 227,5. И поэтому сейчас на открытии, если не идет вот это добитие, у нас отсюда пойдет волна роста и целью потестить и пробить 238. Ну сначала 235,5, потом 238. Если здесь все-таки пробиваем, что я думаю маловероятно, скорее всего пойдет движение наверх, то у нас цель коррекционного отката будет 225. Друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов, удачи!